Эта компания сумела не просто создать серию новых продуктов и сильный бренд над ними. Она сделала свой товар явлением местной культуры, которая вместе с товаром успешно распространяется по миру. Знакомьтесь, литовская компания Žemaitijos pienas и ее уже знаменитая линейка твердых сыров Džiugas. Здравствуйте, уважаемые тубозрители! Вновь вас приветствует Андрей Деменков. 2 недели назад я выложил в открытый доступ первую часть большого многосерийного обзора обрабатывающей промышленности стран Балтии. Важной составляющей, начиная со второй серии, будут краткие справки о наиболее крупных и интересных предприятиях региона. Но о некоторых из них хочется рассказать намного больше. Чтобы не ломать структуру выпуска и дать вам больше познавательного материала, я решил выложить между основными сериями в виде коротких дополнительных видео расширенные справки о некоторых особенно примечательных промышленных компаниях Эстонии, Латвии и Литвы. И сегодня предлагаю вашему вниманию первое видео в новом формате. Поехали! Когда говорят о литовской пищевой промышленности, чаще всего вспоминают молочную отрасль. И не случайно. Молочные продукты здесь не просто часть экономики, это часть культуры. А если говорить о самой известной ее вершине, то имя одно – Džiugas. Твердый сыр с мифическим названием, который сегодня можно найти в супермаркетах от Таллина до Токио. Но история Džiugas – это не только про сыр. Это наглядный пример того, как региональное предприятие может превратиться в национальный бренд, встроиться в современную индустрию, сохранить традиции и при этом успешно работать на экспорт. И все это из глубинки, из города, о котором раньше мало кто слышал. Все началось в Тельшай, небольшом городе на севере Литвы, в самом сердце региона Žemaitija. В 1922 году здесь был создан молочный кооператив, который вскоре занялся переработкой молока, в том числе производством сыров. В советское время здесь действовал крупный молочный комбинат, обслуживавший окрестные хозяйства. После распада СССР предприятие, как и многие в регионе, оказалось на грани. Но в отличие от других, оно не развалилось, а сохранилось. Сначала как кооператив Žemaitijos pienas, затем как акционерное общество. В 1997 году компания сделала ставку на то, чего в Литве до тех пор почти не было – твердый выдержанный сыр, близкий по технологии к пармезану, но с местной спецификой. Так появился Džiugas, названный в честь легендарного богатыря, героя жемайтийских преданий. Название, кстати, сыграло немалую роль. Оно сразу выделяло сыр на полке, вызывало ассоциации с чем-то сильным, корневым, настоящим. Удачное совпадение маркетинга и локального фольклора. В отличие от более мягких литовских сыров, Džiugas – продукт с длительным циклом производства. Он проходит выдержку от 12 до 36 месяцев, но в продаже бывают и 48-месячные экземпляры. Каждый такой блок весит около 30 килограммов, и над ним трудятся не только сыроделы, но и лаборанты, микробиологи, упаковщики, технологи. Производство почти полностью автоматизировано, но основные технологические узлы находятся под контролем специалистов. В лабораториях постоянно тестируются параметры молока, микрофлоры, влажности и кислотности. Все это нужно, чтобы сохранить вкус, текстуру и безопасность продукта на каждом этапе. Используется только местное молоко, преимущественно из северной и западной Литвы. И это не просто патриотизм. Для твердого сыра важно, чтобы молоко было стабильным по составу, не перегретым, с высоким содержанием белка. Ставка на качество и брендинг окупилась. В 2018 году Džiugas был признан в Литве брендом года. Сегодня Džiugas не просто один из продуктов линейки Žemaitijos pienas, а полноценная отдельная торговая марка, узнаваемая и уважаемая. Его продают более чем в 30 странах, включая ЕС, Японию, Китай, США, Израиль. Особенно активен экспорт в Азию, где твердые сыры считаются деликатесом. Компания открыла представительство в Японии, участвует в международных выставках и форумах, инвестирует в продвижение. Параллельно с экспортом развивается и внутренний туризм. В Тельшай действует Džiugas House – музей-кафе, где можно попробовать выдержанные сыры, узнать историю бренда и, конечно, купить себе кусочек. Это один из немногих примеров, когда сырная марка стала еще и объектом культурного притяжения. На сегодняшний день завод Žemaitijos pienas один из крупнейших в Литве. На нем работает более 1000 человек. Основная часть производства в Тельшай, но есть и мощности в других городах.
Djugos занимает особый технологический блок, зона с контролируемым микроклиматом, автоматизированной транспортировкой и отдельной упаковкой. По данным компании, ежегодно выпускается более 2000 тонн твердого сыра Djugos. Это немного по мировым меркам, но много по литовским. Главное же – стабильность. Бренд существует почти 30 лет и все это время поддерживает качество, расширяя ассортимент и географию поставок. Djugos – тот редкий случай, когда продукт остается одновременно локальным и глобальным. Он встроен в повседневную культуру Литвы. Его покупают на праздники, дарят в подарок, используют в ресторанах. Но при этом он остается конкурентоспособным на внешнем рынке, не теряя своего жемайтийского лица. Для пищевой отрасли страны это важный пример. Как можно сочетать традицию, маркетинг и индустрию. И как из небольшого молочного комбината в провинции может вырасти бренд международного уровня, который не стыдно поставить рядом с европейскими классиками. Надеюсь, вам было интересно и вы узнали сегодня что-то новое для себя. Это видео предваряет вторую часть большого 6-серийного обзора обрабатывающей промышленности стран Балтии, которая поступит в открытый доступ через 2 недели. В ней пойдет рассказ о пищевой отрасли региона, одной из наиболее важных для местной экономики. Из нее вы узнаете о том, насколько масштабно в Эстонии, Латвии и Литве производство продовольственных товаров и напитков, сколько людей этим занято и на скольких предприятиях. А главное, я дам краткие справки на множество крупных и наиболее интересных компаний. Žemaitijos pienas – лишь одно предприятие из длинного списка. До скорой встречи!